Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В этом видеоролике я вяжу шапку спицами, необычным для меня, но очень простым и понятным способом. Изделие из толстой пряжи получается быстро и легко. За вечер у вас будет новый головной убор. Не нужно дополнительных расчетов, вязания образцов и мучений. Можно связать шапку по ходу вязания, определив объем, на который нужно изделие. И в самом начале мы с вами определим глубину изделия, которая нам требуется. Я приготовила пряжу. У меня пехорка осенняя. Характеристики этой пряжи: на 150 метров 200 грамм. Также я приготовила вспомогательную нить, примерно такой же толщины, как основная. Это бэушная трикотажная нить и вспомогательный инструмент крючок номер 8. Вязать шапку я буду спицами точно так же 8 миллиметров. Приготовила маркеры, иглу для сшивания, ножницы и сантиметровую ленту. На каждом этапе вязания озвучу количество петель, рядность, а также размер изделия заготовки для шапки в сантиметрах, чтобы вам легко было ориентироваться на ваш размер и плотность вязания. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, приступим к работе. С помощью вспомогательной нити я создаю петлю для вязания цепочки из воздушных петель. Количество воздушных петель немножко больше количеству петель набора, это 32-33 петли. 33 петли готово. Вытягиваю нить. На тыльной стороне косички у меня есть стежки, в которые я и буду вставлять крючок. Беру косичку от начала и в первый стежок, нахожу его, вставляю крючок. Подхватываю нить с небольшим запасом. Здесь запас у меня около 15 сантиметров. И вытягиваю петлю. Этот способ позволит сделать набор петель с открытым краем. Если вы не хотите заморачиваться с трикотажным швом, набирайте 30 петель любым удобным способом. Я вывожу 30 петель с помощью крючка, поочередно переодевая их на спицы. И так далее. Так выглядит начало вязания. На данном этапе мерить в сантиметрах некорректно будет, так как первые ряды эластичного полотна покажут действительный размер шапки. Это глубина шапки. Для себя я определила, что порядка 33 сантиметров мне нужно для полой небольшой макушки и отворота. Но эта пряжа после стирки немножко становится мягче и изделие увеличивается. Поэтому исходную глубину в 30 сантиметров я выбираю за ориентир. То есть 3 сантиметра я беру на то, что шапка немножко увеличится после стирки. Итак, беру спицу в левую руку. Первую петлю снимаю в этом ряду. Далее провязываю лицевые петли за дальнюю стенку, так как петля должна быть не перекручена. Так я провязываю только в первом ряду, так как он будет отличаться от всех последующих. За дальнюю полупетлю все лицевые до конца ряда. Мне нужно не довязать всего лишь 3 петли. Уже с первого ряда я начинаю формировать макушку. Это кромочная часть, которая будет возле лица. В моем случае это часть отворота шапки. Глубина шапки. И это макушка шапки. Здесь будут вывязываться клинья путем вязания коротких рядов. И первый ряд укороченный начинается с недовязывания 3 петель. 3 петли на левой спице. Но это полотно
если я буду вязать туда-обратно, образует отверстие. Чтобы избежать этих отверстий, я набрасываю нить перед работой, снимаю одну из 3 петель, возвращаю нить за работу и возвращаю петлю на левую спицу. Таким образом, я притягиваю ее к основному полотну, протягиваю нить снова на себя. Теперь переворачиваю вязание. Эта петля подтягивается рабочей нитью. Здесь можно сейчас установить маркер, чтобы не потерять и не пропустить этот момент. Так, по размеру мне, наверное, вот этот будет поудобнее. Итак, начинаю вязать обратно лицевыми рядами за переднюю стенку. Каждый последующий ряд будет лицевой и будет провязан за переднюю стенку, для того, чтобы петли у основания не перекручивались. Вяжу до конца ряда. В конце ряда с того края, который я каждый раз довязываю до последней петли, последнюю петлю я провязываю изнаночной для формирования кромки. Переворачиваю вязание, первую петлю точно так же снимаю и за переднюю стенку вяжу лицевые до конца уже укороченного края, не довязываю от маркера еще 2 петли. В общей сложности 5 петель не довязываю. Готово. Снова небольшая хитрость. Набрасываю нить перед работой, снимаю 5-ю от края петлю, увожу нить за работу, возвращаю петлю и перевожу нить к себе перед работой. Я обернула рабочей нитью вокруг петли. Переворачиваю работу. Теперь мне нужно поставить здесь тоже маркер, чтобы понимать ступеньки убавлений. И вяжу обратный ряд лицевыми за переднюю стенку. В конце ряда по ровной части шапки также последняя изнаночная и перехожу на новый ряд. Переворачиваю вязание. У меня связано 2 ступени убавлений. Сейчас будет 3-я и последняя. Я отсекаю еще 2 петли. В общей сложности, не довязывая до края, 7 петель. Точно так же лицевыми за переднюю стенку. И снова крайнюю петлю мне необходимо притянуть к основному полотну тем же самым способом. Накидываю рабочую нить и протягиваю ее вокруг основания этой петли, 7-й с другого края. Переворачиваю вязание и устанавливаю маркер. Эти маркеры из ряда в ряд будут служить ориентирами и перекидываться со спицы на спицу. Продолжаю вязать обратный ряд тем же способом. Следующая пара рядов завершит первый клин шапки. Следующий ряд я довязываю до 1-й петли. То есть у меня остается на левой спице 1 петля. Эти петли я провязываю лицевыми. Но так как они у меня лежат не совсем ровно, вяжем до маркера, далее покажу. Итак, первый маркер просто перекидываю. Следующие 2 петли за переднюю стенку лицевой. Следующий маркер перекидываю, петли за переднюю стенку лицевой. Далее тот самый первый маркер, после которого у меня идут не провязанные петли ни разу после набора. Поэтому, как в первом ряду, я вяжу их за заднюю стенку лицевой. Далее не провязываю последнюю петлю, а накидываю на нее рабочую нить, как в предыдущие разы. Обвиваю вокруг и переворачиваю вязание. Подтягиваю, чтобы по полотну она плотно прилегала. И здесь у меня образуется вот такая горизонтальная петля. Вяжу обратный ряд лицевые за переднюю стенку. И этот ряд последний в первом клине.
Первый клин готов. Сейчас я озвучу его размеры. 5 сантиметров в ширину, глубина 30 сантиметров. Та искомая глубина, которая мне нужна. Это глубина моего изделия. То есть, если вы вяжете на ребенка или на себя, можно померить любую свою шапку, которая нравится вам глубиной и моделью, и оттолкнуться от этого размера. Далее клинья будут повторяться. Мне нужно будет из раза в раз повторять то же самое вязание клина. В следующем ряду я не довязываю 3 петли плюс обратный, потом 5 петель плюс обратный и 7 петель плюс обратный. Вот такие горизонтальные петли, обвитие одной петли, будут обуславливать количество клиньев. То есть сейчас ряд за рядом я повторяю ту же схему вязания. Я вяжу предпоследний ряд последнего сектора. Не довязываю точно так же последнюю петлю, оборачиваю вокруг нее рабочую нить, переворачиваю вязание и последний ряд в обратном направлении. Если посчитать стежки, которыми я заканчивала каждый сектор, их 10. То есть 10 секторов у меня провязано. Сейчас я вяжу до конца ряда и буду переходить к сшиванию. На этом этапе шапку можно померить. То есть понять, достаточно вам этого объема или нет. Если изделие без отворота, то достаточно меньшего количества секторов. Или, возможно, шапку вяжете на детскую голову. Если изделие с отворотом, то лучше провязать один лишний сектор, чтобы отворот не слишком плотно давил на голову. У меня, еще раз повторюсь, провязано 10 секторов, и у меня будет трикотажный шов. Если набор петель вы делали без открытого края, свободно можете закрывать и сшивать удобным вам швом. Так как у меня шов трикотажный, я распускаю косу и набираю те петли, которые у меня остаются в открытом виде, на другую спицу. Отрезаю нить с хорошим запасом, для того, чтобы ее хватило на сшивание. У меня порядка 3-4 метров. Вставляю нить в иглу. Переворачиваю изделие так, чтобы было удобно. Сверху вязание у меня закончилось лицевым рядом, снизу изнаночным. Значит, трикотажный шов проложит с этой стороны следующий лицевой, с этой изнаночной. И рисунок будет продолжать чередование платочного полотна. Здесь я сбрасываю петлю и подхватываю иглой эту петлю. Подтягиваю. Теперь с этой стороны мне нужно подхватить тоже одну петлю. Перекручу ее немного, чтобы она не была слишком свободной. Все, по одной петли с каждой стороны я захватила. Чтобы легко и просто сшить так, как нам нужно, главное понять принцип. Здесь в верхней части вязание закончилось лицевым рядом, поэтому следующий изнаночный. Я смотрю на предыдущий изнаночный и понимаю, как проходит нить. То есть нить выходит с изнанки в первую петлю. Я вывожу нить точно так же с изнанки на лицо, то есть снизу вверх. И следующий шаг, смотрите, вот изнаночный ряд, нить уходит сверху вниз, то есть в следующую петлю, которую я сброшу со спицы, игла идет сверху вниз, то есть с лица на изнанку. По этой стороне всегда стежки будут похожи, они будут в одну петлю выходить снизу вверх, а в другую заходить сверху вниз. Подтягиваю. С другой стороны у меня образуется лицевой ряд. Здесь все наоборот. Сначала игла входит сверху вниз, потом снизу вверх, то есть зеркальным способом.
подхватывая каждый раз точно так же 2 петли, уже задействованную, которая на нити, и та, которая на спице. И в противоположной стороне снова игла идет сначала с изнанки на лицо, следующую новую петлю с лица на изнанку. Кому как удобно, сверху вниз или с лица на изнанку, и образует изнаночный ряд. Далее сверху вниз, снизу вверх. Итак, петля за петлей, стежок за стежком. Здесь мне нужно подхватить петлю с изнанки на лицо, а следующую, которая еще на спице, с лица на изнанку, сбросив со спицы. Продолжаю сшивание до конца ряда. Сильно не тужу, чтобы эти ряды были такие же, как связанные спицами. У меня остаются последние стежки. Подхватываю последние нити и удаляю спицы. Здесь протягиваю нить, и здесь можно сформировать красивую макушку. Продев в каждую последующую петлю иглу, увожу ее подальше от шва. И эту нить, соответственно, тоже я закольцую. Это та, которая собирала на себе крайние петли. Вот такая круглая, аккуратная макушка у меня получилась. Эти нитки увожу на изнанку, где спрячу. Моя шапка готова. Хочу напомнить, что изделия с содержанием шерсти стираются в обязательном порядке при 30 градусах в ручном режиме и сушатся в горизонтальном положении. Пряжа и полотно еще выровняются после стирки, и изделие немножко увеличится в размере. На данном этапе глубина моей шапки 23 сантиметра с учетом отворота. Напоминаю, у меня немножко торчащая свободная макушка. Ширина отворота 7 сантиметров. Ширина шапки в спокойном состоянии 24 сантиметра. Размер этого изделия на 54-55 объем головы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!